уже свечерило, 8 час. Мы выезжаем поужинать в греческой деревне, в таверне. Солнышко за горой скрылось. Где живет мама хозяйки нашего дома. Она рекомендовала эту таверну нам. Здесь делают самые лучшие сувлаки в регионе. Вот мы приехали в маленькую деревню и будем пробовать местные сувлаки в таверне. Что, так растерялись, нам стали приносить попить, закуску, да, и никакого меню. Сказали, что все оплачено. Да, сказали, что это все, вот эта закуска и выпить, там, попить, все это свободно, так сказать, фри. Угощайтесь, Наталья Владимировна, все оплачено. Ага, один раз мы уже это самое сели без меню, помнишь, Дима, на Крите, да? Мы сели один раз без меню на Крите. Там такая цыганка, какая-то молдаванка, гречанка, точно, румынка какая-то. Нас тогда было очень хорошо, без меню. Поэтому мы такие пуганые. Спасаемся. Да, ну сейчас там наша хозяйка написала, что про это, что на самом деле так. Вот будем пробовать. Оказались в среде настоящей греческой таверны, где сидят местные люди, все они жители этой деревни. Здесь в таверне происходит следующим образом. Как приветствие подается бесплатные маленькие тарелочки с закусками мезе. То есть это приветствие, оно вообще в принципе бесплатное. Дальше нам рекомендует наша хозяйка попробовать традиционные греческие блюда. Сувлаки — это как шашлычки на шпажках. Сувлаки в переводе с греческого это шпажка. Шпажка, ну то есть это мясо на шпажке, да. Вот. Долма. Долма. Да, это как долма, только долмо делают у нас на Кавказе из листьев виноградных, а здесь, оказывается, их делают из бочковых листьев. Ну, если Google переводчик, так сказать, нам не соврал. Также традиционно в греческой кухне омлет с картофелем. И что наша рекомендовала? Помнишь? Попробовать. Сырные шарики. Вот. Цены здесь
просто смешные по сравнению со всеми туристическими местами. Здесь сфотографировал. Сувлаки стоят так же. Ну, свиная 2 евро, куриная 1,5 евро, дзадзики 2,5. Примерно можно понять разницу. Ну да, естественно, то есть туристические цены сильно отличаются от местных. И сюда мы приехали не просто так, а для нас она резервировала, звонила своей маме, туда в деревню, резервировала для нас место. Вот так, вот такая история. Настолько вошли в атмосферу этой таверны. О, so nice. Что мы набросились до Малаки. Съели 2 штуки. Да, съели 2 штуки, потом вспомнили, что надо поделиться со всеми, что здесь происходит и как это происходит. Вот это Долмалаки. Это как раз кабачковые листья, которые фаршированы рисом, там, со специями, там, с мясом. В общем, как голубцы, только в кабачковых листиках. Очень-очень нежно получается. И посередине дзадзики. Мы просто спросили, если там дзадзики, нам сказали, что да, немного там есть. Вот немного, я бы сказала, что это вполне. Нет, это... ты не поняла, не было это. А вообще не было, он просто добавил, да. Я не поняла, значит, Дополнительно. дополнительно, да. Вот дзадзики можно и отдельно заказать на блюдо. Сувлаки пока, я так понимаю, жарятся. Ну, естественно, сначала блюда более легкие, а потом сувлаки. И принесли сырные шарики. Так красиво все. Ну как тебе? Ну, очень замечательно. Самое главное, что мы оказались в такой атмосфере абсолютно не туристической. То есть это естественная среда обитания греческих граждан. Это таверна не для туристов. Сюда просто так турист не попадет. Только вот потому, что наша хозяйка все это дело для нас организовала. Специально, чтобы мы почувствовали прониклись атмосферы вот этой Греции настоящей, да, не туристической, а реальной. Снимай, Дима, пока можно, пока сказать, я делаю вид, что ты снимаешь меня. Сними, пожалуйста, насколько это все шикарно, замечательно. А у нас еще ходит рыжий кот с одним глазом. Ты его снимал? Нет, еще пока. И просит все время мясо. Мясо жарится. Как сказал Дима, я напилась это я вторую рюмочку пью красного сухого вина греческого. И я просто хочу рассказать и вам донести, что это необычайное совершенно ощущение погружения в настоящую Грецию. То есть не показную туристическую, а реальную. Мы в реальной стране, я не знаю, насколько меня слышно, они говорят между собой, они друг друга вот как-то слышат. У них просто вечерний обычный досуг. И это так здорово вообще, а они нас не воспринимают как чужаков. Мы просто точно так же, как они, сидим здесь, кушаем, общаемся в этой атмосфере. Вот такая вот интересная у нас получилась посиделка вечерняя, такой ужин. Прибыли сувлаки. Как рекомендовала наша хозяйка, она говорила, что это лучшие сувлаки в регионе. Сейчас будем пробовать. Вот это свиные сувлаки, а вот это куриные сувлаки. Ну, такие вот тарелочки. Сейчас попытаемся освоить. Понятно. И обязательно откомментируем. Все предыдущее очень вкусно. Из того, что мы пробовали, это, конечно, мы пробовали то же самое, но здесь гораздо вкуснее. И сырные шарики, и вот это вот долмадакия. Очень нежная, очень вкусная. Вот товарищ не ест сырные шарики, он ест только сувлаки.
Главный специалист. Главный специалист, да. Осилил только пока одну шпажку. Еще две. Ты что, считаешь, что это была ошибка по 3, да? Я думаю, что, возможно, не знаем своих возможностей. Может быть, мы только сейчас узнаем. Из нашего ресторана просто так никто не уходит. Только все выкатываются, как шарики. Не, ну судя по их аппетитам, да, тут вообще я поражаюсь. Конечно, это точно как в ресторане было. Как мы сказали официанту в Фаэдре, что то, что он да, что съесть нереально. Он порекомендовал, что это как раз на 2 персоны. Он скажет, это не на 2 персоны, а на 4. Он говорит, нет, это говорит, на 2 греческие персоны. Ну вот, наверное, как-то так это все и происходит. Потому что реально, конечно, у них порции очень большие, и все это очень-очень вкусное, совершенно замечательное. К вечеру мы поняли, почему нужно резервировать место в таверне. Вообще ни одного свободного столика уже нет, греки, они приходят позже. То есть мы приехали из 7 до 8, это было еще не их время. Сейчас вся таверна переполнена. Люди сидят, общаются, разговаривают без смартфонов. Друг с другом просто. Есть отзывы, да? Ну, на греческом языке, На греческом, понятно, на английском конечно. языке. На английском? Он будет на русском оставить. Отзывы. Очень атмосферно, конечно, очень. Да, нигде так не покушаешь. Ну, в смысле, не присутствуешь. Ну да, тут даже процесс не еды основной, да? Пришла кошечка, ничего не осталось. Картошечки, да, она ест. Здесь Хорошо, просто вот посидеть, да, Дим, почувствовать вот это все, так интересно. И сравнить, да? Сравнить с нашим образом жизни. Про туалет расскажи. А, туалет, да. Колхозный туалет у нас был бы. При всем при этом. Меня больше всего поразило, я когда шла из туалета, я вот представила себе, ну, допустим, там, наша деревня, допустим, кафе, да, ну, допустим, не нажрались до драки, да, а просто выпивши. Но чтобы там был туалет с жидким мылом, туалетной бумагой, порционными бумажными полотенцами, и такой чистотой вообще, ну никак, не у меня в голове как-то вообще никак вот не укладывается с нашим образом жизни, вот это вот все. Я понимаю, почему они на самом деле вешают флаги, уважают свою страну. Они здесь не кушают, они здесь просто общаются, живут. А мы сидим в смартфонах все. Да-да, Каждый второй в московском метро все сидят в смартфонах. А ты сейчас что делал? Я вот снимаю. Я просто смотрел, где мы находимся. Кошка пришла. Опять начали лопать. Ничего не сняв. Нам принесли десерт, который, так сказать, начало было волком, а это выскочило. Спасибо за то, что пришли. Там фрукты, мороженое там на пирожное. Но оно такое вкусное. Дима сегодня купил в супермаркете. То, что нам сейчас подали, что небо и земля. В супермаркете какое-то местное мороженое крикри, которое сделано из сухого молока. А это настоящий вообще пломбир, шикарный совершенно. Крем-брюле, наверное, судя по вкусу. Ну, очень приятно, очень красиво. Такие разборки начались вообще. Коты берутся за еду. Вот этот белый, да, а он там рыжий, одноглазый. Одноглазый дерется за место под солнцем. Беленького рыжий одноглазый гонял. За соседним длинным столом день рождения у девочки. Там принесли большой торт. За моей спиной. Могу так повернуться.
происходит, это очень-очень весело. А мы же думали, такой большой стол, почему такой большой стол? Оказалось, там вот все родные, близкие. Девочки с днем рождения поздравляют. Отмечают просто рождение 10 лет. В общем, получили мы заряд положительной энергии, потрясающего настроения совершенно. Уходя, мы подошли к официантам, которые нас обслуживали, их поблагодарить. Они нас провожали как родных людей вообще. И руки жали, и говорили хорошие слова. В общем, это неповторимо, это нельзя передать через камеру. Это вот только вот надо прочувствовать на себе. Вот такая деревенька, рядом тут еще таверна. Дальше там еще таверна. Такая жизнь. Вот так люди живут, отдыхают после работы, трудятся. Говорят, что греки ленивые. Я не знаю, если бы наши жили в таком климате, трудились бы они так или нет. Возделанные поля, везде и всюду все чисто, все в порядке. Дороги все приводятся в порядок кругом. В общем, дай бог нам так лениться, как они. Здесь вот такая улочка. Гостеприимная Греция. Вот так мы погрузились в греческую жизнь. Сами того не ожидали. Затем плавный поворот Совершенно направо. неожиданно. Хозяйка нашего домика просто предложила. Проехали. Поехали назад.